Здравствуйте, меня зовут Денис Коротков, я журналист Центра Досье. Это программа «Черное дело», и в ней мы рассказываем о преступлениях прошлого, которые нельзя забывать, и о преступниках. Но сегодня необычный выпуск. Мы расскажем о человеке, которого преступником назвать никак нельзя. За свои 74 года он ни разу не был осужден ни за одно преступление. А в последний раз, когда попал в криминальные новости, был потерпевшим. Илья Ильич Трабер. Хозяин портов и электросетей, патриот и меценат. Офицер военно-морского флота Союза СССР в год Московской Олимпиады, сменивший палубу корабля на место буфетчика в пивбаре «Жигули» на Владимирском. Успешный антиквар в начале 90-х. Совладелец петербургского морского порта в конце. Разыскиваемый испанским правосудием в нулевых, а сегодня хозяин портовых терминалов и электросетей. Ну и много еще чего по мелочи. Старый знакомый Владимира Путина, Геннадия Петрова, Владимира Кумарина и многих других замечательных людей. И Путин до сих пор лично визирует документы, открывающие Траберу финансирование на сотни миллиардов рублей. А если кто-то считает господина Трабера легендой бандитского Петербурга, гангстером, рейдером и криминальным авторитетом по кличке Антиквар, ну так справедливый и непредвзятый Дзержинский районный суд Петербурга таким разъяснит, что они ошибаются, будь то телеканал «Дождь» или испанский прокурор. И все-таки, почему это журналисты и некоторые опровергнутые российским судом испанские прокуроры решили, что добрый знакомый господина Путина господин Трабер – гангстер? А некоторые участники процесса в Мадриде пошли дальше и вовсе утверждали, что Трабер главнее Путина. Давайте смотреть. Родился Илья Ильич Трабер в Омске в 50-м году. О семье достоверных сведений нет. В середине 90-х он рассказывал о предках, о мегрельских князьях Милорава и немце-офицере русской императорской армии по фамилии Трабер. Ну, может быть и так. Что достоверно, Трабер окончил высшее военно-морское инженерное училище в Севастополе, известное как Голландия, кузницу моряков-инженеров для атомных подводных лодок. В 22 года вступил в КПСС. После выпуска служил на атомной подводной лодке К-22 «Красногвардеец». И уволился с флота в 80-м году в звании старшего лейтенанта. Это знаменательный факт. Чтобы в 30 лет быть старшим лейтенантом на атомоходе, это с их льготной выслугой такое надо постараться. В разговоре с «Коммерсантом» в 95-м Трабер объяснял, что это все вышло из-за его как бы еврейской фамилии, которая мешала продвижению по службе, и в 80-м он якобы по собственной воле сдал партийные билеты, ушел с флота. Позвольте усомниться. В 80-м просто так офицеру уволиться было невозможно. Да и выйти из партии по собственной инициативе тоже. Так что, похоже, лукавил господин Трабер. Но за давностью лет разобраться в этом уже нереально. Итак, вот 30-летний Трабер оказывается в Петербурге. Свежеуволенный офицер флота находит новую работу в системе общественного питания в пивном баре «Жигули» на Владимирском проспекте, дом 8. Это в 2 шагах от Невского. Говорит, дослужился до администратора. Как сам позже рассказывал, тихо воровал. Как я помню, бар этот был двухэтажный, и в бельэтаже подавали бутылочное пиво, там было подороже, а в полуподвале разливное, там по полтиннику кружка. Там полуофициально можно было курить, ну, в зависимости от настроения персонала и степени уважаемости клиента. На входе вечная очередь, ну, правда, ее можно было преодолеть, постучавшись в закрытую дверь и всучив денежку человеку на воротах. Не помню уж точно сколько, но, наверное, рубль за одного или рубля 3 за небольшую компанию. Получается, я в свои сопливые годы, так, в 86-м, 87-м, когда мы наскребали наличность на пиво, возможно, спонсировал будущего олигарха. Или он мне пиво приносил. Хотя, скорее, в это время он уже возвысился до администратора и до личного общения со столь незначительными клиентами не снисходил. Крутой поворот в конце 80-х. Перестройка шагает по стране, и в 89-м Трабер становится в Ленинграде первым частным антикваром, открыв кооперативную лавку в полуподвале на улице Петра Лаврова. А в 91-м еще одну, в самом проходном месте, на Невском, напротив гостиного двора. Становится антикваром номер 1. Это как? Вот так вот просто из администратора пивбара в главные антиквары города? Как это получилось, мы не знаем. Но интересно, что отличие ленинградского более-менее легального антикварного рынка, например, от московского, при закате советской власти было в том, что
его практически не было. Местное партийное руководство испытывало классовое недоверие к этому бизнесу, предполагая спекуляцию, контрабанду, прочие махинации, и не без оснований. Так что к началу 80-х в городе остался всего один легальный государственный антикварный комиссионный магазин на Наличной улице. Что, конечно, не отменяло, а даже предполагало пропорциональный рост черного рынка старины, но легальный магазин был один. И этот один государственный не выдержал конкуренции с частником Трабера, потому что где кончается Трабер, где начинается мэрия. А Трабер, как писал «Коммерсант», придумал свою схему тотальной легализации торговли антиквариатом. Антиквариат – это тот вид бизнеса, в котором должно быть слияние государственной власти и денег честных бизнесменов. Система проста. Мы создаем совместное предприятие с городом, 33% в нем принадлежит мэрии, оставшихся 67% мне и моим сотрудникам на жизнь хватит. Но никто не хочет играть по таким правилам, потому что тогда нельзя будет воровать. Какая-то интересная логика. По мне так, когда у тебя 67, а у города 33, как раз воровать крайне удобно. В декабре 91-го по этой схеме решением исполкома Ленсовета создается реставрационно-коммерческий центр «Антиквар», среди учредителей которого Главное управление имущества исполкома, городское отделение Фонда культуры, коммерческий банк социального развития и реконструкции, малое предприятие Петербург, ну а позже и Министерство культуры РСФСР. Горосполком предоставляет центру монопольное право на торговлю художественными ценностями, созданными до 1945 года. Конкурентов на наличные задавили. Магазин был ликвидирован, а его площади переданы в аренду реставрационно-коммерческому центру. К середине 90-х у Трабера 4 салона, аукционный зал, реставрационный центр, ювелирные мастерские, галерея академической живописи. Все это при долевом участии города. Но вот система до боли знакомая. Примерно как с муниципальными казино, когда расходы можно переложить на бюджет, а прибыли город не увидит. Подробнее мы рассказывали о том, как Путина якобы надули коварные владельцы казино в выпуске про господина Цепова. Посмотрите, если не видели. Вернемся к Траберу. В общем, сложилось у него все так, что живи радуйся. Но не таков Илья Ильич. Как раз когда его положение на рынке антиквариата было близко к монопольному, он заявляет о потере интереса к этому бизнесу и резко меняет сферу. Из подводников в буфетчики, из буфетчиков в антиквары, из антикваров... А из антикваров господин Трабер уходит в топливный бизнес, а также начинает проявлять интерес к структурам по перевалке нефтепродуктов в морском порту. Проявлять интерес – это, конечно, эвфемизм. Он становится главным игроком на этом рынке, вместе с ночным губернатором Петербурга Владимиром Кумариным, мафиозо Геннадием Петровым, братьями Васильевыми, и, пожалуй, занимает ведущие позиции. Про этих уважаемых людей, Владимира Кумарина и Геннадия Петрова, у нас есть выпуски, ссылки будут на экране и в описании. А Трабер становится совладельцем петербургской топливной компании, которая открыто считалась кумаринской вотчиной, и петербургского нефтяного терминала, грядки братьев Васильевых. А еще морского порта Санкт-Петербург и монополиста по заправке самолетов Пулково «Савекс». А если формально, то как председатель совета директоров объединения банков, инвестирующих в порт, управлявшего портом, так он всем портом командовал. Алексей Миллер и Александр Дюков у него в подчинении были. Илья Ильич этого не отрицает. А когда журналист Евгений Вышенков спрашивает его о знакомстве с Кумариным, поправляет: да я с ним дружил с 80-х. У нас с ним был совместный бизнес, но из-за разных взглядов на ведение дел мы разошлись. Расходиться надо тоже уметь. И объясняет, что та самая петербургская топливная компания – это его, Трабера, изобретение. Это было мое предложение городу. А вот как Трабер описывает передачу топливно-заправочного комплекса аэропорта Пулково компании «Савекс» им контролируемый. Вот аэропорт Пулково, 95-й год. Я пришел к директору аэропорта и говорю: ты купил топливо за рубль в Киришах, за 10 копеек привез, за 20 копеек хранишь, за 30 копеек растаскиваешь по самолетам. У меня к тебе предложение: отдай мне в аренду базу, я тебе буду топливо доставлять по цене завода, а все остальное за мой счет, да еще буду платить аренду. Он ахнул: а где твой интерес? А я ему потом тебе расскажу, и взял базу в аренду на 10 лет. Ну, а потом господин Трабер поднял стоимость заправки для иностранных авиалиний до мирового уровня цен и смог таким образом заработать много-много денег. Опустил он в разговоре с журналистом, правда, некую незначительную подробность. Распоряжение номер 488-Р о передаче топливно-заправочного комплекса Пулково в аренду компании ЗАО «Савекс» 17 мая 1996 года подписал вице-мэр Петербурга Владимир Путин.
Один из собственников Совекса, Максим Фрейзен, говорит, что за эту подпись Путин хотел получить 15% от доходов, но согласился на 4%. Путин это вроде не комментировал. А в порт, по словам Трабера, он вложил только собственных средств 500 миллиарда в валюте и поднял его грузооборот раз в 5-6. Вот только пока Трабер увеличивал грузооборот, кровь в порту лилась, как на войне. Убили капитана порта Михаила Синельникова, его помощника по безопасности Сергея Боева, начальника северо-западного пароходства Евгения Хохлова, начальника управления кадров пароходства Николая Евстафьева, совладельца северо-западного таможенного терминала Николая Шатила, генерального директора терминала Витальда Кайдановича, совладельцев концерна Ореми Дмитрия Варварина и Сергея Крижана, не считая менее заметных персонажей. 18 августа 1997 года на углу Невского и Рубинштейна в своем автомобиле был убит председатель комитета по управлению госимуществом Петербурга Михаил Маневич. Как раз после того, как Маневич собрался перевести городские 29% акций порта в разряд голосующих, что лишало криминалитет криминального пакета. А вот что говорил в феврале 1999 года на допросе Вячеслав Шевченко. Это был очень непростой человек, в 1995-1999 депутат Госдумы от ЛДПР. Его в 2004 убьют на Кипре, где он будет скрываться от розыска по обвинению в вымогательстве. Виновным в убийстве признают Михаила Глущенко, тоже бывшего депутата от ЛДПР. Так вот, в 1999-м Шевченко показывал: «Мне известно, что Маневич был очень обеспокоен ситуацией в порту. По его просьбе я дважды побывал в порту, вел разговор с начальником порта Беличенко, сделал ему предложение по поводу приезда в порт аналитической группы английской страховой компании Lloyd, чтобы эта группа проанализировала финансовую ситуацию в порту и сделала свое заключение по поводу инвестиций. Беличенко поинтересовался, кто моя крыша, а спустя неделю ко мне приехали двое бандитов от Трабера, которые мне пригрозили, что если я еще раз появлюсь в порту, то мне голову отрубят топором. Об этом я рассказал Маневичу и больше в порту не появлялся». Илья Трабер обращает внимание и на область. Во второй половине 90-х зоной его интересов становится город Выборг, и он становится партнером, возможно, старшим партнером криминального хозяина Выборга Александра Петрова, которого не следует путать с Геннадием Петровым. А это Выборгская топливная компания с сетью заправок, Выборгский судостроительный завод, и граница, конечно. И все это время рядом с Трабером человек Путина. Заместитель гендиректора Совекса, а также дольщик Трабера в информационно-юридическом бюро «Петер», которое владело долей в топливном терминале и учреждало петербургскую топливную компанию, Виктор Корытов. Сослуживец Путина еще по Ленинградскому управлению КГБ СССР. Пресс-секретарь Путина говорил «Новой газете», что хотя Путин работал примерно в одно время с Корытовым в Ленинградском управлении, с тех пор отношений с ним не поддерживал. Пескову мы, конечно, верим. А карьерные успехи товарища Корытова, который, кстати, с 2003 до 2013 трудился зампредом правления «Газпромбанка», наверное, результат его неординарных талантов. Особенность Трабера – он не цепляется за конкретные активы. Так, например, дела в Петербургском порту он в результате оставит Кумарину. А потом вроде как отойдет и от выборгской темы, по меньшей мере, публично, оставив дела на Петрова, который будет практически безраздельно владеть Выборгом до своей смерти от пули снайпера в октябре 2020-го. А в 99-м Илья Трабер, как и многие другие герои наших историй, Малышев, Петров, ряд менее заметных персон, он уезжает из России. Спустя много лет он объяснит Евгению Вашенкову: а в 99-м году мне порекомендовали уехать, а я уехал. На следующее утро арестовали весь Выборг, всех моих приятелей и партнеров. Человек 10 арестовали, всех, кто хоть как-то был связан со мной по бизнесу. И тогда выяснилось, что они расследуют дело о пропаже каких-то 2 отсиженных персонажей, которые приходили в гостиницу кого-то убивать, а я со своим товарищем пил там кофе. Якобы секьюрити их опередила и вывезла куда-то. Все отсидели по году, а потом были оправданы Верховным судом России с частными определениями в отношении тех, кто это все инициировал. А Трабер сам становится гражданином Греции, уж не знаю по каким основаниям, и начинает строить свою жизнь в Европе с размахом. И почти сразу влипает в свой первый зарубежный скандал. Сначала в княжестве Монако. Сразу оговоримся, что никаких уголовных обвинений господину Трабера выдвинуто так и не было. Но последствия были.
он был объявлен в Монако нон-грата. К сожалению, основной источник информации по монакскому эпизоду крайне спорный. Это некий американец Роберт Эринджер, не самый успешный журналист, который в 80-х жил в Британии и сотрудничал с лондонскими таблоидами, а потом в США, по его утверждению, работал на ФБР и ЦРУ, что, в общем, ничем не подтверждается. И в 2002-м князь Монако умудрился его взять на работу в некой непонятной должности заниматься вопросами безопасности. Сам Эринджер тут же заказал себе удостоверение агента 001 и представлялся начальником разведки княжества, каково ведомство в Монако, кстати, не существовало и не существует. Через несколько лет он был уволен со скандалом и долго пытался с князем судиться. И предоставленные Эринджером некие выписки из оперативных документов местной полиции о компании «Сатрама», которая создана россиянами Дмитрием Скигиным и Ильей Трабером, и была звеном в сети нефтетрейдерских компаний, созданных по всей Европе Путиным и его дружками, чтобы красть деньги из России и отмывать их, вкладывая в европейскую недвижимость, я бы не стал считать доказательством. Но, основываясь на полученной информации, «Новая газета» провела собственное расследование и установила, что связь есть. Дочерней компанией монакской «Сатрама» была лихтенштейнская Horizon International Trading, которая заключала контракты с крупнейшими российскими нефтяными компаниями на сотни миллионов долларов. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы «Новой газеты», заявил, что Путин никогда не имел отношения ни к компании «Сатрама», ни к созданию нефтетрейдерских компаний где бы то ни было, но подтвердил знакомство Путина со Скигиным и Трабером. Они в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга. Наверное, Путин плохо проинформировал своего пресс-секретаря. Да ведь еще на инаугурации Собчака на пост мэра Петербурга 12 июня 1991 года господин Трабер ему бронзовый бюст Екатерины II дарил. Но Путин-то там точно был. А вот кто кого с кем знакомил, вопрос более сложный. Есть даже версия, что и самого-то Путина с Собчаком познакомили по инициативе Трабера. Каковой с будущим мэром познакомился через его супругу Людмилу Нарусову, клиентку антикварного салона. И вот он-то подвел к мэру отставного чекиста. Но здесь мы уходим в область легенд, объективного подтверждения или опровержения, которым найти вряд ли удастся. Илья Трабер до сих пор очень недоволен, что в Монако меня тоже называли гангстером, и указывает на французскую полицию, которая якобы во всем виновата, так как еще в 96-м якобы переслала какие-то файлы в Монако, но отказывается раскрыть ему, Траберу, имена информаторов. Впрочем, фронт борьбы с Францией и Монако у него давно далеко не главный. Да и закончилось для него тогда все относительно пристойно. Никто греческого гражданина из Евросоюза не выгонял, приобретать недвижимость там во Франции или в Швейцарии не мешал. Да и бизнес, кажется, продолжался. Ницца, она же совсем рядом с Монако, и там, по данным французской налоговой службы, у господина Трабера, друга Путина, якобы связанного с тамбовской группой, контролирующей порт Санкт-Петербурга, дошлась симпатичная квартирка за 7 миллионов евро. Это мелочи, да? По сравнению, например, с гнездышком на швейцарской ривьере. Поместье Шато де Сули. Раньше там жил, например, основатель банка Credit Suisse. Новый владелец, некий грек Ильяс Трабер, занялся перестройкой поместья, добавил некоторые новшества, типа бассейна для купания лошадей, деревья новые высаживал. Говорят, их на вертолете привозили, так быстрее, удобней. Все закончилось, как у многих состоятельных и весьма авторитетных российских коммерсантов за рубежом, когда испанцы учинили операцию «Тройка» в 2008-м. Рассказывая о наших героях, мы неоднократно говорили об этой операции, о том, как громко она начиналась, с масштабных арестов и сенсационных заявлений, и о том, как не менее громко и сенсационно через 10 лет «Тройка» пришла к своему финалу, когда основные потенциальные подсудимые были отпущены в Россию и не вернулись, а те, кто дошел до суда, были оправданы. Очевидный провал. А кое-какой результат все же был. Во-первых, масштабные публикации материалов уголовного расследования, включая аудиозаписи сотен телефонных переговоров, на пальцах доказали связь чистого криминала с представителями высшей российской власти, вплоть до выходов на несменяемого лидера нации.
Особо и так никто не сомневался, но одно дело предполагать, совсем другое увидеть всю кухню. Во-вторых, фактически испанская грядка российского криминала была разгромлена. Основные действующие лица потеряли возможность непосредственно рулить процессами отмывания неправедных доходов через европейские структуры. В значительной степени потеряли, можно через посредников, но обходятся дороже и неудобней. А в-третьих, мелочь в мироустройстве, но очень важна для самих деятелей. Они потеряли возможность жить на Западе. Давно общее место и банальность. Патриоты-государственники, славящие суверенную Россию во главе с поднявшим ее с колен великим Путиным, частенько предпочитают держать капиталы на растленном богопротивном Западе и там же, на Западе, проводить как можно больше времени, а в идеале жить. Теперь они могут наслаждаться жизнью на родине, и это их почему-то бесит. Главной звездой операции «Тройка», безусловно, стал Геннадий Петров, чьи близкие связи с властью стали очевидны из его разговоров, а Трабера скорее зацепило краешком. Ему даже повезло не быть арестованным. Вроде бы в момент реализации он находился в России. Но в обвинительное попал. Следственные прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррао утверждали, что ряд лиц, обосновавшихся в Испании, некоторые еще с середины 90-х создали в стране сети сотни компаний, на которые оформляли недвижимость, а затем многократно перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы, контролируемые одними и теми же людьми. То есть, по версии прокуроров, продавали сами себе в целях отмывания денег. А отмытые деньги направлялись в Панаму, Лихтенштейн, и прокуроры полагали, что таким образом были отмыты деньги от контрабанды наркотиков, торговли оружием и торговли связями. А среди лидеров группы Геннадий Петров, Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Виктор Гавриленков и Илья Трабер, которого именовали лидером Выборгской преступной группировки. На его арест был даже выписан международный ордер, в котором было указано, что Трабер был встроен в криминальное сообщество, активное в Испании с 1996 года. Этот ордер впоследствии был отменен. И сейчас господин Трабер с полным основанием демонстрирует справку из Интерпола о том, что он чист. Нет розыска, нет приговора, чист Илья Ильич, что перед российским, что перед испанским или еще каким европейским правосудием. А в Европе, кажется, с тех пор не бывает. Поместье в Швейцарии и апартаменты в Ницце без надобности. Адвокат Роберто Масариага на процессе в Испании объяснял корреспонденту The Insider. Трабер – крупный бизнесмен, у него очень плохой характер. Сейчас он очень зол, поскольку из-за того, что прокурор Гринда объявил его в розыск, ему пришлось уехать из Швейцарии и продать дом. Вы представляете, какой это ущерб? Прокурор Гринда, кстати, обвинял Трабера в угрозах ему и его семье. Адвокат по этому поводу высказывался уклончиво. Трабер говорил мне, что считает его, Гринду, педофилом и дебилом. И, конечно, у него очень скверный характер, но угрожать я хотел бы увидеть доказательства. Что с него возьмешь, с адвоката? По его мнению, Трабер вообще стоит выше Путина. Илья Трабер главнее Путина, поскольку, насколько я знаю, в 90-е Путин на него работал, когда он был в мэрии Петербурга. На родине Илья Трабер продолжает заниматься морской темой. В зоне его интересов Балтийские порты Приморск, крупнейший нефтеналивной порт региона, и Усть-Луга, просто крупнейший. Для развития пришлось и электросетевую компанию «ЛАЭСК» подобрать. И кое-что не меняется. Судьбу масштабных коммерческих проектов господина Трабера по-прежнему решает тот же человек, что и в начале 90-х, господин Путин. Строит предприятие «Приморский УПК», универсальный перегрузочный комплекс в Приморске, а основной собственник – господин Трабер. И гендиректор предприятия в 2021 году обращается прямо к президенту России с просьбой утвердить механизм финансирования, открывающий путь к 220 миллиардам госденег. И господин Путин докладывает визу, адресованную председателю Внешэкономбанка Шувалову ИИ, рассмотреть. Не каждый предприниматель в России может так решать вопросы, но... А почему? Что такого в господине Трабере, что он в течение десятков лет пользуется благосклонным вниманием нашего великого кормчего? Может, действительно в свое время именно он подвел скромного подполковника запаса с остановившейся карьерой к модному ленинградскому мэру? Может, так. А может, важнее поведение Трабера в сложные для Путина годы после потери позиции во власти после 96-го. Когда, несмотря на отрешение Путина от тех самых властных рычагов, неформальную долю в портовых доходах за ним оставили. Как говорил Максим Фрейзен. Я полагаю, что Трабер и Васильев, как и другие члены коллектива,
Они неприкасаемые, потому что поддержали Путина в минуты жизни трудные и связаны с ним совместной деятельностью в 90-е. Я думаю, что Кумарин исключение из правила. Он просто где-то перешел черту. Да, действительно, в отличие от Кумарина, Илья Трабер на показ себя не выставлял. И не пытался, как Цепов, например, близостью к Путину бравировать публично. И где теперь те Кумарин с Цеповым? Один 20 с лишним лет как убит, и убийство не раскрыто, а другой с 7-го в камере без видимых шансов на свободу. Илья Трабер вообще редко становится героем новостей. Последний раз, когда попал в топ, да вообще по анекдотичному поводу. В ноябре 22-го в салоне самолета, летевшего из Москвы в Петербург, у него возник конфликт с 35-летним врачом-культуристом. И дело от перепалки дошло до драки. Надо сказать, в этой ситуации Трабер повел себя мудро. И обидчика до конца прессовать не стал. Для того все обошлось месяцем в предварительном заключении, а затем уголовное дело было прекращено по просьбе потерпевшего. Ну, и то сказать, какой-то неразумный дебошир не противник для Ильи Ильича. У него другие заботы. Сколько лет прошло с той операции «Тройка», а он до сих пор сражается. Как он говорит, за свое доброе имя с испанским прокурором Гринда и прочими западными правоохранителями. Даже не так. Гринда, как убежден Трабер, лишь мелкая сошка, платный исполнитель, который сам не верит в то, что говорит, но вынужден исполнять волю хозяев. Заокеанских. Трабер борется не с каким-то испанским прокурором, а с гегемонией Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что он, Гринда, в это не верит. Он отрабатывает деньги, которые ему платят конкретно американцы. Никто не скрывает присутствие американцев в этом процессе. Они не скрываются. Я столкнулся с этим. Он инструмент, которому выгодно в это верить. А Трабер за страну и за ее имидж переживает. А они же, испанские прокуроры, действующие по указке США, туда потащили государственных чиновников, председателя комитета Госдумы, генерал-полковника МВД, каких-то министров. Они складывают ситуацию о связях русской мафии с государственной машиной управления, с руководством страны. Вот в чем проблема. Если бы это касалось только меня, я бы, наверное, столько сил не тратил. Я пытаюсь разрушить эту историю. Получается пока не очень. Как рассказывал Трабер, даже персонал его дома в Швейцарии после публикации о испанском процессе уволился. Не хотим работать на гангстер. Да что прислуга? Адвокат, собственно, ему не верит. У меня адвокат в Париже, который был у меня адвокатом во время проверки французскими налоговыми службами происхождения моих денег, и кто сам добился бумаги, что ни один мой цент не вызывает подозрения. Он говорит: вы обворовали свой народ. Я ему говорю: ты что, с ума сошел? Ты знаешь все о моих деньгах. Ты защищал мои деньги 1 год и 8 месяцев. Ты видел все, откуда они взялись, как они пришли ко мне, как я их зарабатывал. Ты все видел. Он говорит: нет, вы обворовали свой народ. Он из эмигрантов. Он сын белого офицера. В России таких вопросов к господину Траберу не возникает. Персонал не увольняется. И когда Вашенков спрашивает Трабера, хватит ли у него ресурса, чтобы справиться с российской силовой машиной, если она обернется против него, тот отвечает: ресурс задействовать не будет. Пойдет в суд, так как он ни в чем не виноват. А в конце, кажется, проговаривается: я не совершал преступлений, мне нечего скрывать, бояться. Понимаешь? Да сейчас и уезжать мне некуда. Уезжать действительно некуда. Это было «Черное дело». Посмотрите другие наши выпуски, если еще не видели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы вернемся с новыми историями.